А сейчас, ребята, мы с вами поглядим, как работает магнит. Техника, можно сказать, будущего. Начал делать треугольную поверочную линейку. По ней мы будем шабрить ласточкиные хвосты 51 градус на шоублине. В качестве заготовки я взял клин от какого-то большого станка. И выяснилось, что одна из рабочих граней будущей линейки имеет конкретную яму в 13 соток. Это не изгиб, потому что другая сторона совершенно ровная. Клин стальной, не чугунный, поэтому вышабривать даже болгаркой такую яму крайне утомительно. Учитывая то, что каждый проход болгаркой снимает где-то 1 микрон в среднем, то потребовалось бы больше 100 проходов. Подобная перспектива меня совсем не радует, поэтому решил фрезеровать. Фрезеровать подобные вещи довольно непросто, потому что сложно их закрепить на столе. Боковые грани косые, а фрезеровать с перестановкой, то есть с перезакреплением, чревато тем, что можно нафрезеровать ступеньки. Гораздо удобнее такие вещи закреплять на магнитной плите. А еще лучше синусной. Обычно я пользуюсь вот этой маленькой плитой 250, но эта заготовка длиной 500 мм. Ее как бы мало для надежного закрепления, и к тому же свисают концы. Для приемлемой обработки может не хватить жесткости. И тут пошарился у себя в закромах и извлек детали вот такой 400-й плиты. Кто-то до меня ее предварительно разобрал, и она, как мне кажется, в неплохом состоянии. Не хватает только винтов и ручки. Стальные пластины немного заржавели, но, по крайней мере, дюраль живой. Потом я покажу, что с ним бывает. Ухо магнитного блока и кривошип не раздолбаны, то есть в эксплуатации она была недолго. Кривошип работает через отрыв, то есть не только двигает магнитный блок, но и отрывает его от верхней плиты. В старых дешевых плитах это вызывает дополнительную нагрузку на механизм переключения, он изнашивается и со временем выходит из строя. Нижняя сторона тоже в удовлетворительном состоянии. На подвижном блоке просвечивают магниты, но это как бы небольшая проблема, если они не начнут рассыпаться. На днище еще сохранился поджимающий грибок. Не уверен, что у подвижного магнитного блока есть верх и низ, но на всякий случай лучше запомнить, где терся этот грибок. Ну что ж, давайте немного взбодрим эту плиту. Сразу говорю, что я ничего шлифовать на ней не собираюсь и ловить микроны. Просто устранение косяков и приведение ее в рабочее состояние. На некоторых старых ржавых плитах снятие рукоятки может превратиться в жесткий челлендж. Вот видите, этот кулачок, или как его, кривошип, выглядит совсем неплохо. И даже сохранились игольчатые подшипники. Удивительно, обычно они сгнивают до нуля. Кстати, они довольно редкие, и обычно их меняют на бронзовую втулку. Тем более, если кривошип приходится протачивать. Ну вот этот внутренний выглядит немного похуже. Скорее всего, он скоро рассыпется. И все-таки я решил не заморачиваться со втулкой, а оставить старые подшипники, просто набить их смазкой. В ближайшее время шлифовать я на этой плите не собираюсь, тем более с СОЖ, так что они проработают у меня, я думаю, бесконечно долго. Почему я, собственно, заморочился с этим? Давайте заглянем на ближайшую барахолку.
Цены на бэушные, самые маленькие плиты, начинаются где-то от 5000. Такая ночь, и вдруг какие-то деньги. Какие деньги? За 8-8,5 тысяч можно купить либо в плохом состоянии 400-ю, либо в хорошем 250-ю плиту. В зависимости от жадности продавцов, цены на плиты одного и того же размера могут отличаться в 5 и более раз. И верхний предел практически ничем не ограничен и достигает каких-то просто безумных наборов цифр. Давайте откроем ради интереса несколько страниц. Иногда встречаются старые, нестандартные, чуть ли не самодельные плиты, но в основном все-таки читинские и львовские, которые даже новые с завода никогда не отличаются высоким качеством. В любом случае, сразу после покупки они требуют переборки, ремонта и очистки от ржавчины. Насчет мощности, то есть силы удержания, я бы сказал, что старые бэушные плиты все плохо держат. Где-то с 10 тысяч начинают попадаться синусные плиты с одной осью, а где-то с 15 тысяч уже с двумя. Но большие плиты мы смотреть вообще не будем, только ограничимся двумя первыми размерами. Это на 250 и на 400. Если для вас деньги это мусор и вы их печатаете, то не задумываясь, берите, конечно, синусную плиту, потому что рано или поздно вы все равно придете к тому, чтобы обрабатывать на них какие-то наклонные плоскости, делать те же самые клинья. Будьте готовы отдать 20 с лишним косарей за ржавый кусок. На некоторые плиты, возможно, с завода, а может быть сами рабочие устанавливали вот такие стальные пластины, накладки снизу, чтобы увеличить ее износостойкость. Потому что алюминиевое основание очень легко повреждается, царапается, забоины и всякие вмятины. Если вы осматриваете товар перед покупкой или выбираете из нескольких, то кое-что может сказать вот эта рукоятка. Поперечный люфт говорит, что разрушены подшипники, а вот такой радиальный или круговой, что раздолбана кривошипная пара. Остаточная намагниченность как бы допускается, если она не очень сильная. Тоже зависит от износа эксцентриковой пары и несовпадения полюсов. Говорят, что она также зависит от наличия или отсутствия поджимного грибка, но это не точно. С большим подозрением нужно относиться к плитам, как говорится, с хранения, потому что может попасться и такая. Это была новая плита, буквально со склада. Сколько она там лежала, неизвестно. Все, она двигалась хорошо. Что это такое? Так окислился дюраль и осыпался. Прям все было забито этой фигней. Нельзя не упомянуть наших китайских братьев. Я как бы ничего не имею против ихних плит, потому что даже в руках не держал, но подозреваю, что они даже неплохо работают, потому что, как говорится, а чё бы им не работать? Нужно лишь скептически относиться к ихним характеристикам. Вот даже на странице товара они не могут определиться, с какой же силой притягивает ихняя плита. То ли 12 ньютонов, то ли 120, то ли 80. И цены были бы вполне демократичными, если бы не стоимость доставки, ввиду их приличного веса. То есть доставка вам обойдется примерно столько же, сколько стоит сама плита. Ну и для общего развития магнитные плиты могут быть не только прямоугольные, но и круглые и других форм. Для установки на круглых столах и в качестве токарных патронов. Так как это не реставрация, а скорее реанимация, то покрасил самой дешевой краской, которую только нашел. Найденные в гараже магнитные плиты всегда отличаются какой-то изрядной побитостью. Забоины с алюминиевого корпуса в домашних условиях легче всего удалить просто напильником и не заморачиваться со всякими шаберами. Если нужно, чтобы плита сияла, можно пройтись флайкатором, а может быть балеринкой, мухой, мухорезкой, летучкой, летучим резцом.
Следующая операция – это окончательная сборка плиты и установка верхнего блока. Очень трудно найти видеоролик, показывающий этот процесс, потому что очень часто этот процесс заканчивается фейлом или травмой. Если просто сближать блоки, то они примагничиваются с такой силой и скоростью, что могут отрубить вам кончики пальцев. Ну а прищемить кожу, так это вообще как добрый вечер. Но даже соединившись, плиты могут не установиться в положении, которое требуется. Не попадают штифты, винты, и плита просто не собирается. Честно признаюсь, что я свою собрал тоже не с первого раза. Hello friends, today I'm going to introduce you a permanent magnetic check. Предположительно, магнитные плиты были изобретены где-то в 60-х годах прошлого века. Возможно, первые разработки появились гораздо раньше, с появлением более-менее мощных магнитов. Но самый старый патент, который я нашел, выдан в Соединенных Штатах в 1967 году. На сегодняшний день придумано уже много различных конструкций плит. Я о них подробно рассказывать не буду, посмотрите картинки и думаю, что сами разберетесь, потому что ничего сверхсложного там нет. Итак, существует две основные конструкции с двумя магнитными блоками и с одним. Первый основан на принципе компенсации магнитных потоков, создаваемых постоянными магнитами подвижного и неподвижного блока. На этом принципе сделаны большинство советских старых плит, в которых подвижный блок обязательно содержит магниты с чередующейся полярностью. Между магнитами вставлены пластины из низкоуглеродистой стали. Верхний магнитный блок выполнен аналогично. Любопытно, что если выбросить постоянные магниты и заменить их на вставки из немагнитного металла и немного изменить конструкцию и шаг пластин, то плиту можно будет точно так же включать и выключать. Now to clamp it, shift the lever from off position to on position. Таким образом, с появлением более мощных магнитов стало возможным изготавливать плиты с одним магнитным блоком. На YouTube есть видео, в котором, собственно, сам производитель магнитных плит, если я не ошибаюсь, президент этой компании, показывает конструкцию плит и немного объясняет технологию их изготовления. К сожалению, это видео вызывает больше вопросов, чем дает ответов, что хорошо видно из комментариев, но приводит несколько интересных фактов. Например, почему вот эти верхние плиты свариваются или спаиваются латунью. Если их склеивать клеем или эпоксидкой, то они просто не работают. Лично для меня это огромная загадка. Также бытует ошибочное мнение о том, что чем меньше полюса и чаще они расположены, тем больше сила удержания плиты. В большинстве случаев это не так. Это 1 мм латунный желтый полюс, не магнитный материал, и 3 мм это стальной полюс, магнитный материал. 3 мм это латунный полюс, 12 мм это стальной полюс. Латунный желтый полюс. Как видите, даже сами производители магнитных плит и патронов смутно представляют себе принцип действия и ошибаются в терминологии. Плиты конструктивно изготовлены таким образом, что у них есть неподвижные магнитные блоки и подвижные магнитные блоки. Так все-таки в современных плитах верхний блок магнитный или не магнитный? Могу сказать одно, что и сейчас выпускаются плиты как с одним блоком, так и с двумя. Плиты с двумя блоками предположительно более мощные. Также существуют плиты с магнитными блоками на основе редкоземельных металлов, но цена вам не понравится. Но вернемся к нашей старенькой бюджетной плите. Скоро узнаем, какой магнитный материал засыпали в них наши советские ученые. Now the workpiece is released. Thank you for watching this video. И сейчас, ребята, попробуем ответить на вопрос, который меня уже давно мучает. Есть ли магниты в этой верхней плите? Конструкцию определить довольно трудно, потому что это все залито алюминием. Но вот эту плитку мне уже не жалко, она старая и как бы плохо держит. И вот здесь есть такой дефект литья, там просто вот такое глубокая дыра. И что мы сделаем? Мы просто просверлим здесь сверлом отверстие и посмотрим, если доберемся до магнита, то обычное сверло из быстрореза его не возьмет. ГОСТ мы скоро поизучаем. Забегая вперед, скажу, что в ГОСТе сказано, что вот эти крайние две пластины всегда имеют меньшую силу притяжения. Давайте включим. И видите, последний полюс практически вообще не притягивает. Второй как бы уже посильнее и начинает схватывать только третий. С этой стороны немножко лучше, но тоже первый полюс самый слабый. Потом эти отверстия просто зальем эпоксидкой.
Но дальше я не буду сверлить. Просверлил 15 мм, и как видите, в стружке только один алюминий. То есть никакого магнита здесь нет. Короче, чтобы завершить эксперимент, решил еще просверлить отверстие вот в этой алюминиевой заливке между полюсами. Если уж и тут нет магнита, то и его нет и во всех остальных заливках. Короче, нашелся все-таки магнит. На глубине 15 миллиметров высверлил вот такой вот порошок, и сверло дальше отказывается идти. Порошок интересный, сейчас мы его... Он, конечно, магнитится, но как бы не очень сильно. Ну, похоже что-то на магнит, но очень слабый. Да, сверло затупилось. То есть мы дошли до керамического магнита, ну или до ферритового, как угодно. Но что показалось странным, это то, что в первой заливке нету магнита, дальней от ручки. Вы вот все ругаете китайцев, а тут вот, пожалуйста, советские ученые не доложили магнита. Смущает также вот этот магнитный порошок, который высверлился в начале. Я, конечно, не уверен, но у меня есть такое подозрение, что этот порошок превращается в магнит, разрушаясь при заливке алюминием. Но это только версия. Так что, учитывая все это, трудно ожидать от старых плит хорошей силы удержания. А отверстие я заделал эпоксидкой с алюминиевой пудрой. Получилось даже красивее, чем было. Кто-то на этой плите тренировался сверлить кольцевые отверстия. Может быть, корончатым сверлом, а может быть, вырезали из жести какие-то шайбы. Руки бы им поотрывал. В общем, залил эти заезды эпоксидкой. Когда-нибудь, может, разживусь плоскошлифом, тогда, конечно, перешлифую эти все плиты. А пока только так, напильником и шкуркой. После такой ручной доводки плита должна оказаться идеально плоской. Нет. Зато рукоятка оказалась вообще огненная. Ну что ж, давайте по старой доброй традиции заглянем в ГОСТ. Значит, в Советском Союзе за магнитные плиты отвечал вот этот ГОСТ номер 16528. Относительно свежая редакция 87 года. Я тут выделил интересные моменты и посмотрим только вот эти две плиты, которые у меня есть. 250 и 400. В ГОСТе постоянно фигурируют некие плиты с дистанционным управлением, но я в своей жизни ни одной не встретил. Даже на картинках. Предполагается, что это обычная магнитная плита на постоянных магнитах, только с пневматическим, гидравлическим или электрическим приводом. Обратите внимание на массу, которую заложили в ГОСТе. То есть магнитные плиты должны быть не обязательно сделаны из алюминия. Вполне возможно, что плиты с чугунными или стальными корпусами весят по 30 кг. Но давайте взвесим нашу 400-ю плиту. Как видите, алюминиевые весят вдвое меньше. Далее регламентируется межполюсное расстояние. По ГОСТу оно 18 мм, а на наших плитах это обычно 16 мм. 10 мм это полюс и 6 мм немагнитная проставка. Современные плиты выпускают с разным шагом полюсов, крупным, мелким, даже переменным. От шага полюсов зависит высота магнитного поля. Мелкополюсные плиты предназначены для закрепления тонких и мелких заготовок. Да, забыл сказать, что плиты выпускаются разных классов точности. Есть также повышенная, высокоточная и особо высокой точности. Значит, что проверяется у плит? Это точность, жесткость, сила притяжения и усилие поворота ручки. Сила притяжения измеряется специальной пластиной. И если ГОСТ не врет, то каждый квадратный сантиметр плиты должен держать 8 кг. Таким образом, суммарная сила притяжения всей плиты должна быть у 250 более 1 тонны, а у 400 более 3 тонн, в чем я сильно сомневаюсь. Хотя для идеальной плиты, может быть, это и так. На силу удержания влияет множество факторов. Материал заготовки, ее размеры, шероховатость поверхности и так далее. Вот здесь в пункте 2.1.8 говорится, что допускается снижение силы притяжения на крайних полюсах, а также на втором полюсе со стороны механизма переключения. А в пункте 2.1.9 говорится, какой допускается остаточный магнетизм. Пол-ньютона на сантиметр квадратный. Если вы умножите его на площадь рабочей части плиты, то окажется, что если ваша старая плита выключенная все еще держит 10-20 кг, то это не повод ее выбрасывать. Дальше говорится, какое должно быть усилие на рукоятке переключения, не более 8 кг. ГОСТ также устанавливает срок службы плиты не менее 10 лет. И вы вряд ли когда-нибудь встретите размагниченную плиту. Чтобы это сделать, нужно очень постараться. Если же вам все-таки это удалось,
и сила притяжения стала меньше половины, то можете гордиться собой, вы ее сломали. Так, методы контроля точности. Шероховатость. Для плит нормальной точности довольно грубая шлифовка. РА 1.25 можно получить даже чистовым фрезерованием. С ростом класса точности плиты растет и класс чистоты поверхности. Для нижней нерабочей поверхности требования в 2 раза ниже. Плоскостность проверяется, как обычно, линейками и плитками КМД. Для небольших плит, в том числе наших, 250 и 400, плоскостность должна укладываться в 1/100. И допускается только вогнутость. А во втором пункте тут пишут, что могли выпускаться плиты вообще с грубыми допусками под последующую шлифовку, уже на рабочем месте. Так, следующая проверка на параллельность нижней и верхней поверхности. Схема простая. Плита ложится на поверочную плиту и обкатывается индикатором. Причем не сама плита, а линейка, положенная на нее. Допуски по той же самой таблице номер 2. Я не смог больше сдерживаться, схватил индикатор, линейку. До последнего надеялся на чудо, что оно произойдет, но оно не произошло. Плита кривая на 5 соток и, конечно же, требуется полная перешлифовка. Но это потом. А сейчас давайте добьем ГОСТ. Следующая проверка на жесткость. Предлагается вдавливать стальной кубик в верхнюю плиту и измерять прогиб. В принципе, в этом есть, конечно, смысл, потому что верхняя плита сделана все-таки из пластин, причем не только стальных, но там и цветной металл, и магнит. Уже только поэтому ее жесткость не может быть равна жесткости цельной стальной плиты. К тому же некоторые гении пытаются собрать ее через картонную прокладку. Впрочем, проверка делается довольно щадящими нагрузками 16-25 кг. И допускается, соответственно, прогиб 4,6 микрона, что соответствует примерной жесткости 4 тонны на миллиметр, что в свою очередь сопоставимо с жесткостью хорошего нового средних размеров станка, неважно какого. Удельная сила притяжения измеряется специальным устройством. Вот такая пластина просто примагничивается к 2 полюсам и измеряется сила отрыва. Делается много измерений, а потом вычисляется средняя по вот этой формуле. Остаточный магнетизм проверяется точно так же, но и усилие включения на рукоятке проверяется тоже обычным динамометром. При этом на плиту должна быть установлена какая-нибудь деталь. Вот, в принципе, и весь ГОСТ. И специально для тех, кто в школе прогуливал уроки физики, сейчас я покажу, как выглядит магнитное поле плиты. А теперь догадайтесь, к каким пластинам прилипли железные опилки. Все правильно, к алюминиевым. Но, конечно, не совсем так. Дело в том, что поле сконцентрировано на краях стальных пластин, которые представляют собой чередующиеся магнитные полюса. Это приводит нас к некоторым интересным фактам. Например, один отдельно взятый полюс практически не примагничивает и не удерживает заготовку. Обязательно нужно задействовать 2 разноименных полюса. В данном случае маленькую заготовку нужно располагать над алюминиевой пластиной. Даже сама заготовка, в данном случае плитка КМД, старается занять положение, при котором замкнуты 2 полюса. Не будет также примагничиваться деталь, если она установлена на одноименные полюса. Надо также помнить, что широкие стальные пластины на концах плиты вообще не притягивают, а крайние 1 или 2 полюса притягивают очень слабо. Силовые линии магнитного поля можно наблюдать и в вертикальной плоскости. Оно распространяется вверх на очень небольшое расстояние, от нескольких миллиметров до пары сантиметров. Поэтому очень важно обеспечить минимальные зазоры между плитой и заготовкой. Ну что ж, наша плита готова к работе. И хотя она немного косит, для меня это пока не принципиально. Потому что обрабатывать мы будем и так косой клин. Ты чего? Это не я, это она сама. Кто это? Наш металлист. Металлисты нам нужны. Федя, давай!